Неделя закончилась четвергом, по прокурору закончили оглашать 131 том уголовного дела. Напомню, что прокуроры пошли по второму кругу оглашать материалы из томов, которые ранее были уже оглашены. Что же оглашали прокуроры на этой неделе, какие документы? Ну, это чаще всего были документы процессуального характера, из которых следует, что предварительного расследования по уголовному делу, которое рассматривается в Хамовническом суде по обвинению Ходорковского и Лебедева, не проводилось, а именно осматривались материалы других совершенно уголовных дел, изымались материалы из других уголовных дел, либо просто у следователей. Именно таким образом формировалось уголовное дело по обвинению Ходорковского и Лебедева. Содержательная часть документов, опять же, поражает воображение стороны защиты, так как с нашей точки зрения прокуроры делают работу, забирают хлеб у защитников. Приведу несколько примеров. Прежде всего, одним из таких документов является информационное письмо, поступившее от заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Шульгина в адрес Генеральной прокуратуры. Письмо датировано 31 января 2007 года. Из содержания этого письма следует, что заместитель руководителя уведомляет Генеральную прокуратуру, что компания ЮКОС очень хорошо работала, имела многомиллиардную выручку от продажи добытой нефти и гораздо большую выручку, чем другая компания, для примера Лукойл. Кроме того, компания платила такой налог, как налог на прибыль, однако с точки зрения заместителя руководителя налог был занижен. Но каким же образом, если вся нефть похищалась с 1998 по 2003 год включительно, то, соответственно, откуда выручка, откуда прибыль и, соответственно, откуда же уплаченные налоги. Однако особо не сомневался руководитель следственной группы Каримов, когда спустя буквально через 5 дней после того, как получил указанное письмо от заместителя руководителя налоговой службы, он подписал постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ходорковского и Лебедева в хищении всей добытой за этот период нефти. Далее оглашались документы аудиторские фирмы Pricewaterhouse, которые были изъяты у этой компании. Прежде всего прокуроры опять же опровергли свое утверждение, прозвучавшее в обвинительном заключении, о том, что компании, такие как торговый дом ЮКОС Москва, ЮКОС Мордовия и многие другие, являются подставными. А именно они огласили из этих документов, что торговый дом ЮКОС Москва занимался бытовой деятельностью, ЮКОС Москва занималась управлением, то есть услуги управления оказывала. Таким образом, если эти компании реально осуществляли деятельность, то, соответственно, они никак не могли быть подставными. Из этих сведений аудиторских фирм все присутствующие в зале лица могли почерпать информацию о том, что имеются как объемы добытой нефти, так объемы и реализованной нефти на внутреннем и внешнем рынке компании ЮКОС и, соответственно, выручка, поступившая от продажи этой нефти. Путем несложных арифметических расчетов, как на это обратил внимание Михаил Борисович Ходорковский, можно определить цену за тонну нефти, продаваемой указанной компанией, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. И при сравнении, опять же, из данных, которые представляли фирм аудиторов, можем наглядно убедиться, что никаких расхождений не было. Таким образом, совершенно непонятно, чем занимаются обвинители. Либо они собрались отказываться от обвинения, либо они действительно реально считают, что представляемые им доказательства подтверждают изложенное ранее им обвинение. Сторона защиты устала отмечать, что перечень длинных документов, которые оглашаются прокурором Лохтиным, как правило, не находит подтверждения реального материала дела. Даже
нет 10-й части тех документов, названия которых прозвучали из уст прокурора Лахтина. Здесь стоит два вопроса. Первый: зачем читать перечень этих документов, все равно их нет в деле. И, соответственно, приходим к выводу о том, что эти документы сознательно скрываются от стороны защиты, потому что во многих случаях сторона защиты могла использовать указанные документы для подтверждения своей позиции. Кроме того, следует отметить, что, очевидно, устали все от длинного марафона, который длится уже 5-й месяц, устал и председательствующий по делу. Обозрение документов, которые предлагает сторона обвинения, на многих листах дела со многими наименованиями и цифровыми показателями председательствующий ограничивается по времени полторы минуты, а может быть и 1 минуту. То есть сам факт обозрения материалов и дела превращается в пустую формальность. Председательствующий получается, что особо не вникает в то, что пытается сделать или доказать сторона обвинения. И таким образом мы считаем, что действует заодно со стороной обвинения, не вникая в сущность того, что преподносят прокуроры. Ждем следующей недели и надеемся, что сторона обвинения закончит долгий марафон по оглашению, зачитыванию материалов дела, и в зал суда, очевидно, придут свидетели. Но гарантии нет. Можно вернуться еще и к 3-му, и к 4-му разу, и так, очевидно, до бесконечности.